Вот помните такой смартфон? Это Blackview BL9000. Только нет, это не BL9000. Это BL9000 Pro, защищенный смартфон, очень удачный смартфон от Blackview, в котором были часики. А сейчас там часиков нет. Там сейчас термальная камера FLIR. Да, они сделали вот этот вот бестселлер со 120-ваттной зарядкой, да еще и поставили FLIR камеру, которая там намного интереснее, чем те часы, которые там были. В общем-то, вот этот вот BL9000 Pro на канале Технозон, поехали. Вообще подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ссылки в описании под видео на проверенного продавца. И, конечно же, там есть у нас ссылки на наш телеграм-чат, телеграм-канал на разных языках, да еще и обалденный телеграм-канал с подборочками AliExpress. И плюс там мы публикуем все купоны и акции, когда они есть. То есть можете с нами очень неплохо экономить. Короче, именно со странички с термал флиром я вот сейчас вот начал, потому что конкретно это дает понимание, что же такое термал флир. Это термальная камера, которая позволяет нам рассматривать животных, все что угодно, но на самом деле немножко не так. Дело в том, что с помощью этой камеры можно искать утечки тепла на окнах, можно снимать машины, искать утечки, допустим, системы кондиционирования. Это очень крутой профессиональный инструмент. И за такую камеру, честно говоря, не жаль заплатить. Да что там говорить, вы можете им замерять температуру по точке, по средней точке. Короче, очень классная тема. И в этом смартфоне она есть. А мало того, этот смартфон у нас оснащен защитой MIL STD810H, а это военный стандарт крепкости, скажем так, и надежности, плюс IP69K. Все это в сумме позволяет ему погружаться на метр или там даже больше, на полчаса. Короче, он может падать, прыгать. Это я, конечно, утрирую, но наша Лена его закапывала в землю. Вы сейчас тоже видите видео, как он закопан в земле. Потом она его мыла под краном, и все у нее отлично. И работает он просто-напросто на ура. Ничего с ним не будет. И если брать по характеристикам, то это, в принципе, все тот же у нас BL9000. На цену не смотрите, актуальную цену посмотрите по ссылочке в описании под видео. И это все тот же у нас MediaTek Dimensity, который пишет 8020, хотя это не 8020, я покажу в обзоре, какой это Dimensity. И, конечно же, посмотрим расположение по ядрам, поэтому смотрим дальше, сразу не выключаем. 512 гигабайт хранилища UFS 3.1, очень быстрого. Antutu 765 баллов тысяч не подтверждаю, немножко меньше, 650 тысяч у меня получилось, хотя тут такой вопрос. Разные версии, здесь 9 я 10 тестировал. У нас здесь Wi-Fi 6, у нас 12 гигабайт оперативной памяти, которую можно дополнить еще 12 из хранилища с учетом его быстрого хранилища, и 120 ватт батарея. При этом две батареи под 4400 дают 8800, грубо говоря, общего объема батареи. Mali G77, который позволяет поиграть в очень тяжелые игры, вплоть там Genshin Impact какой-нибудь погонять, вообще не вопрос. Corning Gorilla Glass 7 Victus, по сути. Здесь у нас часики, но здесь у нас конкретно FLIR камера. Очень неплохая камера, которая у нас подкреплена, скажем так, ArcSoft софтом, да, алгоритмами обработки изображений. И честно, тоже покажу честно, но я не самый большой оценщик камеры. Оригиналы вот этих вот снимков в описании под видео по ссылочке. Слушайте, тут самая фишка, кстати, он пишет 4К, чтобы вы понимали. Самая фишка — это доработанный звук Harman, Harman Audio FX, очень классный громкий звук. Есть сертификация TÜV для сохранения вашего зрения. Это низкий уровень синего цвета. 120-герцовый экран, DocOS 4 на Android 13. Слушайте, тот же самый, видите, MIL Spec 810H, IP68, IP69K, до 1,5 метров влагозащита. NFC есть, конечно же, спутниковые эти все дела, GPS, Baldo, GLONASS и Galileo, но меня интересует, какой он в реальных условиях работы. Кстати, вот если посмотреть на спецификации, здесь более тонкие есть, это 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц, 4 ядра Cortex A78 на секундочку по 2,6 ГГц, Mali G77. Короче, неплохой телефон-то получился, слушайте, и с поддержкой 5G.
с поддержкой LTE. Да, мы Dimensity 8020, но он все равно как 1100 у нас определяется. 6-нанометровый процессор, 64 бита. Слушайте, ну что, переходим, распакуем. Да, в принципе, будем тестировать, а потом уже делать выводы. Оба-на, Blackview. Мы видим сразу Harman Audio FX, ArcSoft камера. 24, но они, видите, как маркетинг. 12 плюс 12, BL 9000 Pro и, конечно же, отметочка Pro NFC. 512 гигабайт хранилища. Сзади мы с вами смотрим характеристики. У нас разрешение экрана 1080 на 2466 и 78 дюймов. Фронталочка 50 мегапикселей. Задничек 50 плюс 13, что самое интересное, такие же самые, как на BL 9000. 12 плюс 12 мы уже смотрели. И процессор это MT6891Z. Это у нас Dimensity 1100. NFC 4400 мА на 2 батареи. Ну, по сути, они двухячеистую батарею сделали, 8800. Вот по факту, как у нас. Давайте открываем, посмотрим, что у нас внутри на сам смартфон. Первое, что бросается в глаза, это у нас зарядка на 120 Вт Power Delivery. Это вот очень круто, потому что 120 Вт до этого я использовал только на Xiaomi. Здесь у нас 120 Вт. Для такого объема батареи это само собой важно. И почему получилось 120 Вт? Потому что они сделали 400 на 2. То есть вот таким вот образом они смогли достичь именно таких показателей. Вот эта штука для того, чтобы открывать лоточки. И кабель Type-C, который, честно говоря, мне сейчас не интересен. Мне интересен сам смартфон. Кстати, смартфон плотничком таким сидит. Сейчас посмотрим. Конечно же, ребят, я его уже тестил. О чем говорить. И пленочку даже снимал. И знаете, с чего мне сразу бросается в глаза? Что сразу бросается в глаза? Это вот такой вот охренительно быстрый, вот смотрите, отпечаток пальцев. Смотрите, вот так вот просто нажимаем и все. Мгновенное срабатывание. Телефон большой, тяжелый. Тот же самый BL 9000, только BL 9000 Pro. И именно с FLIR камерой. Вот она, FLIR камера. У нас есть вспышечка, есть вот две камеры, которые у нас тоже заявлены, и есть еще вот такой, смотрите. По сути у нас 4 модуля. 4 модуля со вспышкой, пожалуйста. Спереди у нас тоже камера есть. По бокам у нас есть лоток для сим-карт. Сейчас мы достанем, что у нас там за сим-карточки есть. И сразу туда засунем нашу карту. Так, ставим карточку. Здесь можно ставить только 2 сим-карты, больше ничего ставить нельзя. Так, вставили, смотрим, достаточно симпатичненько все выглядит. Здесь у нас есть кнопка программируемая и с этой стороны качелька громкости и кнопка с отпечатком пальцев, которые мы уже, видите, с вами проверяли. Водозащитный, везде заглушки, что соответствует стандартам, тем же самым Milos TD810H и IP69K. Вот эти вот штуки, видите, какие бамперы, тоже хрен разобьешь. И сам по себе смартфон очень-очень интересный. Видите, у нас тут Harman. Слушайте, у нас получается здесь стереозвук они сделали, да, прикольный. Посмотрим, что они там из Harman смогли, вернее, что Harman смог выжать из этого смартфона. Сам по себе смарт имеет достаточно яркий экран, смотрите. То есть это даже пересвет при очень ярком освещении студии. Это такой себе пересвет у нас получается. Давайте вернем где-то вот процентов 70 можно будет им пользоваться, потому что действительно экран яркий. По техническим характеристикам у нас в системе он идет как Blackview BL 9000 Pro, у нас MT6893 платформа, 12 гигов физической и 512 у нас хранилище, Bluetooth 5.2, а центральный процессор это у нас Dimensity 1100, 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц, 4 ядра Cortex A78 по 2,6 ГГц, 6-нанометровый техпроцесс, 64-битный, это, кстати, очень неплохие процессоры. Сеть обязательно будем проверять. У нас сейчас тут подключен с коннектом 600 мегабит, это что ни о чем не говорит. Доступа к температуре нет, как у всех защищенных, скажем так, смартфонов. По настроечкам, здесь можно было бы много чего смотреть. Мне хочется посмотреть по экрану, что у нас тут в плавности. Экран есть 120 Гц. Ставим сразу 120 Гц, чтобы была максимальная плавность. И действительно очень-очень плавно работает у нас экран. Можно управлять светодиодом. Тут многие спрашивали, видите, есть ли у нас светодиод
ну, допустим, в разных смартфонах спрашивают, есть ли светодиод индикации действия, да, там какого-то. Есть у нас режим чтения. Короче, ребят, очень даже неплохо. А ну смотрим на телефоне. Это DocOS 4, 512, BL 9000 Pro, Dimensity. Ну, они пишут 8020, хотя идентифицируется он как 8100. Можно расширять память до плюс 12, то есть будет у нас 24 гигабайта. Это очень удобно. И у нас, ну, по камерам, по модулям, слушайте, а что у нас за модули камеры? Давайте посмотрим. Задняя камера 50 мегапикселей, модули такие же самые. 50 мегапикселей передник, задняя 13. Дальше у нас Mali G77, это у нас видеоускоритель по устройствам. Это мы все видели. Что у нас тут еще из устройств есть? Слушайте, ну походу они модули камер объединили. А ну подождите, за отображение у нас отвечает Mali G77. Кстати, Mali G77, нифига себе. 120 герцовый экран с разрешением, ну как мы уже говорили, 1080 на 2460. А если в таком варианте у нас стоит Mali G77, что же у нас тогда в Antutu? 652 тысячи баллов. Для вот такого вот смартфона. Нифига себе, слушайте. 652 тысячи баллов. Это очень прикольно. Ну, давайте на мультитач посмотрим, что у нас там. Ну, на маленьком экране 10 мультитачей. На маленьком экране тяжело расположить, если честно. По игровой производительности у нас, видите, Wildlife 4285. Неплохо. Extreme 1253. Slingshot Extreme максимально. И Slingshot простой 8512. Да ладно, тут можно играть практически во все. Ну, давайте так, будем идти последовательно. Но я уже думаю, что можно с чего-то начать даже поиграть, а потом вернемся к каким-то системным еще функциям и тестам. Все очень быстро грузится. Я понимаю, что здесь даже не eMMC, а UFS память. Давайте смотрим дальше. Хочу сразу оценивать звук, а он стерео. Вот звук и вот звук. Так, в настройках нам дает поставить высоко и частоту кадров высокую. Хотя можно попробовать ультра. Я обычно ставлю насыщенный. Максимальную графику нам не дает поставить. Но это Full HD+, конечно же, не даст поставить ничего выше. Давайте сейчас посмотрим, что у нас выйдет из этого. Ой, звук прикольный, слушайте. Давайте уже куда-нибудь будем приземляться. Смотрите, через облака летит отлично. Обычно на облаках бывает протормаживание в некоторых вариантах использования. Да, плавность неплохая. Вообще прям чувствуется, что это не 60 Гц, если честно. Так, пистолетик грибанули. Этот нам не интересен. О, звучок прямо топовый. И ничего не тормозит. О, дробаш пойдет. Ничего не тормозит. Поэтому поиграть на этом точно можно. Потом еще поиграем во что-то другое. Да, ну класс. Зачетно работает, смотрите. Не вызывает никакого дискомфорта. Нагрев я не чувствую как таковой. То есть смартфон очень холодный. Вообще холодный. Там можно выходить, вообще пробовать дальше. Так как он грузился быстро, то я думаю, что мы можем с вами установить спид-тест. Пробуем на спид-тесте скорость. Воу, 600, 500 с чем-то мегабит. Для смартфона вот такого уровня это очень хороший показатель. 500 мегабит по воздуху на загрузку и сколько? 600 на выгрузку. Ну, я вам скажу, очень приятный. Очень приятный. Пробуем 2,4 ГГц. У нас же есть здесь два диапазона. Дело в том, что 2,4 всегда работает хуже, чем 5 гигагерцовый Wi-Fi. Давайте пробуем. Давайте. Стартуем. 2,4 тоже очень неплохо. Ого, 122. 120 мегабит было в пике, сейчас он 100. Это очень хороший показатель даже для 2,4 ГГц. Мы сейчас попробуем с вами 4G, но в моем помещении 4G изолировано в том плане, что у меня металлические стальные пластины на окнах и у меня большое экранирование. Но 105 на 120 это очень классно. Очень классно. Давайте отключаем Wi-Fi. Так, в настройках у нас есть 5G. Само собой он поддерживает 5G. Выставляем 4G принудительно. Попробуем 4G. Ну, из-за экранирования нашего сигнала у нас пропадает 4G, появляется 3G, но он работает с сетями. У меня, к сожалению, тоже на смартфоне сейчас на другом 3G, на Xiaomi 13T Pro. И тут уж, извините, тут уже все зависит от моего региона и то, что у меня сейчас происходит с мобильными сетями.
Ну, вот такой вот у нас тест. Мы должны показывать всю правду, но мы предупреждаем, что наш, скажем так, офис экранирован. Вот это важно. К сожалению, из-за доступа к температуре, вернее, его нет, мы не можем провести нормальный тротлинг-тест, и он будет всегда показывать обалденный результат. То есть здесь нет у нас, как бы частоты у нас не падают ни на одном из ядер, поэтому, ну, такой себе бестолковый, честно говоря, тест у нас получился. Он показывает температуру батареи якобы, а здесь показывает какие-то непонятные зеленый график, да, который ни о чем нам не говорит. К сожалению, тротлинг-тест у нас здесь не получится. Одна из примечательных вещей, которые есть на данном смартфоне, это, конечно же, камера FLIR. Да, термальная камера FLIR, которая позволяет нам смотреть на утечки, на то, как работает какое-нибудь устройство, как оно греется, утечки тепла на окнах. Ну, вот, например, у меня есть мои часы, и мы можем посмотреть здесь, как они, допустим, греются. Мы можем выставить с вами точку замера, можно по точке делать, можно делать замер по средний по квадратам. Но это очень-очень круто. Вот, например, моя рука, давайте мы сейчас уберем эти часы. Моя рука, вот здесь вот там 34,7 градусов, да, там где-то внутри это будет уже 36,6, потому что мы знаем, что на внутренней поверхности всегда она ближе к нормальной, чем на внешней поверхности. К тому же мы делали различные там съемки, мы смотрели, как вот там фонари наши светят, все эти оригиналы этих всех видео я разместил в описании под видео, то есть мы смотрели утечки возле наших окон, батареи у нас отключены на текущий момент уже, все не сезон, то есть у нас, видите, по окну в углах есть утечки. Это очень хорошо помогает, скажем так, монтажникам, строителям, тем, кто занимается автомобилями, потому что в автомобилях, это кто-то у меня фотографировал, это тоже фотография окна, а это у нас мы смотрели утечки окна внизу, вот, пожалуйста, у нас, видите, черная зона, вот здесь вот утечка тепла конкретно, и есть там, Лена снимала, я не знаю, зачем-то дучик, он красный, как не знаю кто. Ну, в общем-то, FLIR отличная штука. При этом он снимает, процессор достаточно мощный. Я когда-то смотрел FLIR на старых процах, на каких-то T606, на T616. Там это работает ужасно. Здесь это работает абсолютно отлично. Я же говорю, оригиналы этого видео лежат в описании под видео, и вы можете пойти посмотреть. Но FLIR работает, и это очень круто. Вот она, термальная камера. Для FLIR вообще отлично. Мы могли бы его использовать даже там для тестов каких-то там устройств, смотреть через FLIR, то есть насколько что греется. Ну, вот этот смартфон у нас сейчас не работает, он в состоянии режима ожидания. Вот, пожалуйста, он выключен. То есть он такой абсолютно черненький. То есть абсолютно не работающий смартфон. Мы понимаем, что там комнатная температура. Как мы его можем еще там тестировать? А вот ноутбук у нас, я не знаю, видно или нет, я сейчас даже сфотографирую. Сфотографировали. И вот, пожалуйста, ноутбук, конечно, мы видим зоны нагрева. А по смартфону вообще топ. Именно по FLIR. Что касаемо камеры, камера мне понравилась, она практически ничем не отличается от предыдущего, скажем так, его модификации этого смартфона. Вот, пожалуйста, это фронталочка, тоже оригиналы в описании под видео можете пойти. Вот, пошло уже просто. Хорошая детализация, это моя машина стоит, то есть очень хорошая детализация при приближении, тоже очень можно хорошо все рассматривать, даже шагрень видно, смотрите. То есть вообще отличные фото получаются, хотя мы отмечали некоторые моменты с автофокусом и с цветопередачей в фиолетовом цвете, когда чистый фиолетовый, он у нас немного давал искажения. То есть, верните, пожалуйста, мои фотографии, давайте мы сейчас выберем всегда. Он давал кое-какие искажения в чистом фиолетовом цвете. Но в целом очень неплохо работает вот этот вот ArcSoft. Вот этот вот ArcSoft алгоритм, смотрите, панорама есть. Ну, наши любимые места, знаете, что мы делаем? Мы фотографируем много текстур, вот именно когда богато текстурные такие штуки, смотрите, когда много мелких деталей, для того, чтобы было хорошо оценить. То есть, здесь, там, например, земля, смотрите, насколько классно он это все детализованно фотографирует. Песок, специально фотографируем на песке, очень трудно фокусироваться, мы здесь проверяли автофокус. Это вот мы сфотографировали, это вот мы делали видео, видите, у него работает блюр заднего фона, видите, то есть и на фокусе как работает. То есть он словил веточку, задний фон блюрится. И здесь мы тоже видим блюр заднего фона.
То есть это нормальные, обыкновенные камеры. Я не скажу, что это топ-камеры, но назвать их даже бюджетными у меня язык не поворачивается. Это Samsung Isoцеллы, поэтому мы считаем, что камера получилась зачетная. Вот, кстати, по фиолетовому у нас цветок конкретно фиолетовый, он ушел в искажение. То есть где-то там фильтры, алгоритмы сломались. Можете пройти под видео, нажать на ссылочку и посмотреть на оригиналы фото. Звук, я вам скажу, это просто топ. Вот со звуком они сделали вот что-то вот действительно прикольное. Прям вот класс. Слушайте, ну видите, заглушечка, все, Type-C-шечка под заглушечкой. Микрофончик у нас один, да, то есть мы видим один микрофон. Вот звук класс. А ну давай. Да ну, достаточная производительность для таких игр. 600 тысяч в Antutu, скажем так, играет свою роль. А ну, поехали. Ну, yes. Погнали. Куда ты? Сильно громкий звук. Очень громкие динамики, но при этом звук действительно чистый. Ну, мы первые. Чего мы ждали? То есть, по сути, насчет игр вообще вопросов нету. Там практически любой сложности. Genshin Impact, пожалуйста, играйте. Вы можете здесь смотреть, допустим, какие-то 4К видео. Объясню, почему 4К. То есть, мы сейчас с вами стартуем вот эту штучку. Смотрите, насколько это красиво. То есть, он спокойно, мы сейчас выберем другое изображение. Он декодирует 4К 60 FPS HDR. Очень контрастное изображение, вот переключилось качество. Очень контрастное изображение. Красиво. Он действительно красиво показывает. Очень контрастный, яркий экран. Смотрите. Очень круто. Само собой, вы можете смотреть здесь фильмы, IPTV, различные передачи, стриминговые сервисы. Смотрите. Просто шикарно. И звук. Вот звук прям топ. Я не скажу, что это топ смартфон. И я никогда не буду топить, что говорить, что там вау, там все, это лучше, чем iPhone или лучше, чем тот же там какой-нибудь топовый Xiaomi. Нет, он никогда таким не будет. Но в своем сегменте защищенных смартфонов Blackview действительно сейчас делает какие-то топовые вещи. Так же, как можно здесь, допустим, браузить, расплачиваться по NFC, слушать радио. У него, слушайте, у него же должны быть инструменты, а? Есть набор инструментов стандартных для такого рода смартфонов, которые помогают, допустим, строителям, либо там путешественникам. Это компас. Это у нас есть замер высоты от роста, который, элементарный, скажем так, алгоритм. Фонарик стандартный. Есть у нас шумомер. Вот такой вот, да, там прикольный. Есть у нас транспортир, визуальный транспортир, мы можем замерять углы с помощью этого транспортира. Также у нас есть зеркальце, зеркальце такая себе штука, она позволяет всего лишь разница с простой камерой тем, что она может кадрировать и приближать. Рингтон тревога, вспышечки, мерцание экрана. Теперь лупа у нас есть такая вот, можно приближать. С помощью 50-мегапиксельной камеры это нормально получается. Настенный уровень для тех, кто... вы же понимаете, что это не лазерный уровень. Это настенный, обыкновенный уровень. Что-то базово померять. Есть у нас отвес. Когда вы можете поставить телефон куда-нибудь вот таким вот образом, у вас будет работать отвес. С достаточно точным замером градусов. Есть барометр. Рыбакам посвящается. Знаете, что хочется отметить? Это батарею с ее быстрой зарядкой. 8800 мА. Это две батареи по 4400, которые заряжаются одновременно. То есть, если мы возьмем, допустим, 120 ватт вот эту штуку и воткнем, слушайте, он с левого Power Delivery, интересно, сколько возьмет? Вот у меня сейчас стоит здесь 120-ваттная зарядка, интересно, он включится какой-нибудь там турборежим свой? Не, прозевали, давайте нажимаем, зажимаем, выключаем. Нажимаем. Включилась у нас его турбозарядка. А если от родной зарядки, как это будет? Разница есть какая-то? Сейчас посмотрим. Если он сторонние Power Delivery зарядки, от родной 120-ваттной зарядкой, вот то же самое, да. То есть он может заряжаться. Я заряжался и от сторонней Ugreen зарядки на 120 ватт. У него вообще 140-ваттная. 120 ватт он берет. Поэтому спокойно используем 120 ватт и любой Power Delivery для, скажем так, работы с этим смартфоном. Слушайте, очень классно. Для такого рода смарта очень неплохо. Хороший звук, хорошие сетевые модули.
Так, знаете, что еще хочется? Так, отпечаток пальца у меня, и зачем мне этот пароль? Конечно же, сыграть еще в какую-нибудь одну игру и выходить уже резюме делать. Слушайте, ну громкий гад, а? Давайте, побежали. Смотрите, как все плавненько. 600 тысяч в Antutu. Конечно, хватит для такого типа игр. Давайте попробуем Shadow Guns. Он вытянет на максимуме. Поставим 60 и поставим графику на ультра. Применим, да. Чтобы вы понимали, я в последнее время тестирую только на Shadow Guns, потому что ультру, да, вытянуть очень-очень тяжело. Нет, не будем выходить. Поехали. Ультру в 60 Гц. Даже там такие у меня бывали профризовки и на серьезных снэпах, на генах. О, здесь есть какие-то профризовки, да. Мелкие. Да, здесь надо будет понижать, либо ставить 30 Гц, но высокие, либо менять текстуры. Но при этом играть очень комфортно. Вау. Ребят, давайте уже выходить, делать выводы, потому что всем все прекрасно понятно. Данный смартфон далеко не для игр, это для флира смартфон, для таких вот серьезных каких-то штукенций для работы. В качестве выводов скажу, яркий, крутой, на флире. Это не самый топовый смартфон, но он один из топовых в семействе защищенных смартфонов от компании Blackview. Действительно мне нравится, я его рекомендую. Я с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.